Сегодня прогулка уже, пока солнышко еще не спряталось. Сын мне компанию составляет, чтобы я не один был. Или наоборот, его одного не отправишь. Уже завтра, послезавтра может погода измениться. Мы решили сегодня выдвинуться. Пока еще не поздно. Пока погода с нами шутку не сыграла. Не, прям последние 2 дня, 3 что-то происходит аж прям запредельное для февраля. 2 года назад в это время, 3 года назад, 2 года назад лопатой снег кидал. Не помню, я как раз Peugeot, как раз мопед, скутер этот собрал. Я его продал 2 года назад. Я помню, его собирал и по снегу еще делал тест-драйв. Молюсь себе. Все, блин. Ну, весело было. На скутере по снегу ездить было весело. Если честно. Снегохода как бы нет. Но у нас на нем и негде кататься. А если бы было где кататься, то я думаю, уже в гараже, наверное, точно у меня такая игрушка стояла. Пойдем. Papa saja payah. Понятно? Что ничего не понятно? Ю! Тут уже какие-то определенные такие тропинки есть. Когда вот это вот зарастет, зеленый станет, совсем будет по-другому. Сегодня без наушников, сколько надо за мелким наблюдать, смотреть. Сколько дров тут валяется. У нас есть определенные участки в Германии, их называют Naturschutzgebiet, то есть охраняют природу, чтобы она осталась в первоизданном вот этом формате, чтобы там ничего не меняли, не строили, не пилили. И есть такие участки, я не знаю, вот этот вот участок, в котором мы сейчас находимся, тут прям недалеко дома, мне кажется, он тоже под каким-то таким законом ползает, то есть здесь ничего такого строить нельзя или пилить, но здесь есть вот ветки местами надтягают, вон тут хижины прям такие уже строят. Может там кто-то реально спит, я не знаю. Прям похоже очень. Вырыто он там. Сейчас покажу вам. Ну даже дело не дает там. Я как с работы возвращаюсь. Частенько проезжаю тоже такое небольшую, довольно-таки небольшую площадь, где деревья от последнего урагана попадали. У нас и так
в Германии из-за того, что сырость, влага большая, корни деревьев, они довольно-таки на поверхности лежат. И хватает чуть-чуть совсем ветра, и все, чтобы упало. И там прям повалило. И там ничего пилить нельзя, убирать нельзя. Валяется, конечно, я вам скажу. Охота было бы прийти, убраться, но нельзя. Здесь и бутылки валяются, и ветки какие-то. Сейчас вам покажу больше. Здесь вот веток понатаскали. Тут прям вон землей прям сделан. Это вот от дерева вот корень, земля. Здесь вон веток поналожили специально. Кого здесь кто-то иногда находится. Хрен знает. А вот это дерево пострадало пару лет назад, когда вот ураган были там. Раз свалило, два свалило, вот ствол еще вот этот остался, а верхушки прям поотваливались. Прям жестко. Пойдем, сынок, дальше. Много вот такого, видите, вот это вот гниет само по себе уже много лет. Вот эти вот валяются палки. Там. И ничего здесь убирать просто так ходить нельзя. То есть нельзя сейчас прийти вот так вот с ножовкой тут распилить. Ну как бы можно, вот кто-то пилил, но это будешь выходить и увидит, что ты тащишь отсюда вот дерево. И какой бы там оно ни было, хороший кусок дерева, или просто палка какая-то, обязательно найдется какой-нибудь Васька, который тебя сдаст. Как-то так. О, сейчас идем. Заметил, тут рядом школа есть, и школьники, скорее всего, это повешали. Опа! Скворечник. Покупайте скворечник. Ну вот как вот такие вот корни здесь лежат. Вот кусок лежит дерева, очень давно гниет. Ну как удобрение тут для насекомых. Дом. Много, вот смотрите, здесь очень много вот лежит вот ветки там, здесь, тут кусок какой-то березы, здесь вот лежит. Можно было поубраться, сделать какие-то дорожки, но скорее всего этот кусок тоже под вот этим законом, как вот Naturschutzgebiet, то есть здесь запрещено что-то вообще видоизменять, оно должно само по себе вот так вот. То есть такое, как говорят, в черте города натуральную вот этот вот оставить им для птиц, для растений. Ну, тут реально дерево как упало, оно так и лежит тут. 5 лет лежит, 10 лет лежит, но лежит. Никто его никуда не забирает. У меня вот тут проводник сегодня показывает, куда идти. Да, сынок? Пойдем. Вот кусты уже лежат сколько. Летом, когда все густое, так сильно не замечаешь. Пока сейчас листвы нету, прям разницу вот эту вот замечаешь. Интересно смотреть, когда дети что-то такое новое для себя находят. Я помню, кстати, вспомнил сейчас одну вещь, когда у нас второй ребенок в детский сад пошел, или первый, второй, мне кажется. И в детском садике так детская площадка была очень слабо обустроенная. Ну и позвали отцов там, да, помогите, давайте что-нибудь придумаем. Но я вспомнил, когда мы еще мелкие были еще СССР, Советский Союз, детские садики были такие, знаете, баллоны автомобильные, покрышки были наполовину в землю закапаны, сверху их разукрашивали.
Ну и все, быстренько сообразил. Ё-моё, тут что творится? И этот, так, сынок, не лазь тут, пожалуйста. Тут кроты, блин. Пойдем. Ну и это, покрышки эти. Короче, это покрышку. Думаю, блин, хорошая идея. У меня были пара покрышек дома. Я пришел, рассказываю воспитательнице, говорю, так и так. У нас там в садике были 4 или 5 женщин тоже из России, как бы. Они такие, ох, да, хорошая идея, вспомнили, у нас так раньше было. Я говорю, ну можно покрышки привезти? Да, без проблем. Вот я привез покрышки. Я говорю, чтобы клево было, чтобы дети знали, откуда это все берется, как это все строилось, их как-то вовлечь во всю эту процедуру. Я потом предложил просто, ну, говорю, давайте хороший день выберем, где погода будет классная, то есть солнечная погода, приедем, там пару мужиков, лопаты, выкопаем яму, дети, чтобы помогали нам, детям такие лопатки какие-нибудь там, закопаем вместе с детьми баллоны, чтобы они участвовали во всем там процессе, получается, да. И так мы втянули в процесс, ну, то есть речь шла о 3, о 4, то есть оказалось нас в конце концов человек 10. Когда дети увидели, чем мы там занимаемся, они там быстренько всем понаговорили, по рекламам друг другу понарассказывали. Ну и это самое. Получилось так, то что все клево. У нас образовалась большая бригада. Ну и мы вот часика за 1,5-2 построили, сделали пару баллонов таких, где насыпали вовнутрь там земли для цветов. Пару баллонов сделали, знаете, вот так вот, когда там 3 или 4 баллона подряд, то есть так по высоте, чтобы они вот этот прыгали. Ну я потом говорю воспитательнице, вот пройдет пару дней, возьмите краски, выйти на улицу с детьми и красками, чтобы дети сами вот этот дальше, как сказать, вот этим, ну, наводили красоту, взяли баллоны, какие-нибудь там цветочков разукрашивали, какие-нибудь там, я не знаю, полоски, какие-нибудь там крестики, квадратики, чтобы баллоны разукрашивали. И вот так вот собрали такой вот, с ничего, в принципе, так вот быстренько, по старинке. Детская площадка в детском саду, то есть было скучно так все, да. Потом я через 2 недели у меня еще одна появилась мысль. Мне вот там помогла потом сама воспитательница, она привезла инструмент кое-какой. Точнее, она пошла к своим коллегам. И они пошли по домам, там старые кастрюли, сковородки взяли. И я приехал с дрелью, просверлил дырки. Потом мы взяли, короче, на заборе сделали такие деревянные доски, как этот, ударная установка. Кастрюли повешали разного размера. Потом еще что-то, сковородку, вилки, ложки взяли вот так вот. И дети стояли там этим барабаном. Я говорю, вот, соседям в радость. Так что клевый был инструмент. Я не знаю, висит, конечно, это или нет еще. Но баллоны эти, был там недавно возле детской сады, все на месте, все хорошо. То есть один раз сделали и надолго. Очень классно получилась детская площадка. Очень удобно. И самое главное, что она работает без электричества. Всем приносит радость. Блин, небо последние дни до того чистое, что уже можно наблюдать самолеты, куда летят по вот этим вот белым полоскам, вот эти вот линии в небе. Самостоятельный. Есть подснежники. Снега как бы не было. Подснежники там. Вот подснежники. Подснежники есть. Снега не было. Ну-ка, сынок. Как-то так. Подснежники без снега.
помощник. Запад. Да, да, я так и думаю. Помощник у меня сейчас монтажер. Сейчас намонтируем. Продолжение следует.